Cześć wszystkim! Dzisiaj chcę powiedzieć naszą historię. Mieszkamy w Polsce już 4 lata i dopiero teraz kupujemy tutaj dom. Dlaczego nie kupiliśmy domu wcześniej? Co nam przeszkadzało? Nasza droga była niełatwa, więc myślę, że będzie Wam ciekawie. Miłego oglądania. Сегодня я видео буду снимать вот с таким маленьким помощником. Дадюша сидит, рисует рядом со мной, пока я снимаю. Также, возможно, вы заметили, мы сделали перестановку. Сегодня поменяли диван и стол обеденными местами, так что у нас немножечко в квартире сейчас такая обновка. Итак, расскажу вам нашу историю, потому что многие задают вопрос: вы живете в Польше уже 4 года, почему вы только сейчас решили купить дом? Понятное дело, что основной составляющей является это финансы, да, но есть и ряд других причин, почему мы это не делали раньше. И сегодня я расскажу именно нашу историю. Так как когда мы переехали в Польшу, покупка дома или квартиры пока что в наших планах вообще не стояла. Кто меня смотрит впервые, я расскажу буквально в 2 словах. Мы переехали в Польшу в 2021 году с 2 детьми. Здесь мы уже стали многодетной семьей, у нас появилась младшенькая Адриана. И когда мы сюда переезжали, мы переезжали в город Вроцлав. Мы здесь не были до этого ни разу, у нас здесь нет ни знакомых, ни друзей. Мы просто переезжали, можно так сказать, в никуда. При этом до переезда в Беларуси мы продали все, что имели. Мы продали машину, мы продали дом, продали все свои вещи, какие-то вещи просто раздали, полностью сложили всю нашу жизнь в 4 чемодана и переехали. О том, почему мы переезжали и как вообще происходил наш переезд, я думаю, это тема вообще отдельного видео, сейчас не буду в это углубляться. Возможно, я сниму такое видео, типа вспомним, как это было, потому что такая ностальгия иногда нахлестывает нас, и мы вспоминаем, пересматриваем старые видео, фотографии. Поэтому для тех, кто еще не смотрел меня 4 года назад, я думаю, что сниму такое видео, чтобы вспомнить, как это было, как мы переезжали из Беларуси в Польшу с детьми. Когда мы только переехали в Польшу, покупка дома у нас вообще в мыслях даже не стояла. Потому что мы занимались другими вещами. Мы занимались легализацией, подавались на карту побыта, мы должны были понять язык, вообще менталитет, культуру, законы, адаптироваться здесь, устроить детей в садике и в школу, да, обжиться в новой квартире. Поэтому пока что вот на первое время мыслей таких вообще у нас не было. Мы занимались абсолютно другими вещами. То есть первое время мы пытались разобраться во всем, и у нас не было также мысли, что Польша — это вот все идеальная страна для нас, конечная наша остановка, и мы будем всю жизнь нашу оставшуюся жить в Польше. Нет, мы просто пытались, так сказать, выжить, да, пытались здесь адаптироваться. И мы не исключали момента, не исключали случая, что мы можем переехать и в другую страну. В жизни все может быть. Мы когда-то и не думали, что в Польшу переедем, но судьба так сложилась. Поэтому мы никогда не исключали вариант, что, возможно, мы можем переехать дальше в другую страну. Как сложится наша жизнь, неизвестно. Поэтому покупка дома — это была самая последняя мысль у нас на тот период. А когда мы более-менее обжились, переехали в Польшу мы 15 сентября, прямо где-то перед Новым годом я узнала, что беременна. И, конечно же, планов выходить на работу, они все рухнули, так как я, можно сказать, выходила в новый декрет. На тот момент, кстати, чтобы мы получали бесплатную медицину по НФЗ, тем более я была беременна, мне нужно было часто ходить на осмотры, на приемы к врачам, сдавать анализы, потом роды. И чтобы вот это все было бесплатно, муж устроился на работу в такси для того, чтобы вся наша семья была по страховке НФЗ, мы могли ходить к врачам бесплатно. По самой работе в такси Влад не
Не всегда выезжал, то есть, когда есть время, возможность, он выезжал, естественно, таксовать, но бывало время, когда мог, например, просто остаться дома. То есть работа такси это было для нас такой вариант для того, чтобы получать бесплатную медицину здесь и не ходить к частным врачам, так как частные врачи, один только прием к врачу здесь будет стоить от 200-250 злотых. А про роды я вообще даже молчу, боюсь даже думать, какие там суммы могут быть для иностранцев. Про роды в Польше я, кстати, снимала отдельное видео, тогда можете посмотреть здесь где-то сверху в закрепах. Может быть, кто-то из вас находится в таком же положении, и будет интересно посмотреть, как здесь в Польше все это происходит. Ну и находясь еще беременной, получается, уже 22-й год начался, февраль месяц, все мы знаем, что в феврале началось полномасштабное вторжение в Украину, поэтому тогда, конечно, это потрясло всех абсолютно. Никто не знал, что будет дальше и как себя вести дальше. И мы, естественно, тоже боялись, чтобы, не дай бог, да, чтобы это перешло как-то на Польшу. В общем, конечно, тревога была, так как мы живем в соседней стране с Украиной. И в такой тревожности ты точно не думаешь о покупке дома, тут думаешь, где бы жить так, чтобы было мирно, спокойно, безопасно, причем на всю жизнь, и не скакать вот так вот из страны к стране. И вот прошло уже какое-то время, вторжение не прекращалось, Адряшка уже родилась летом 22 года, ей уже исполнилось несколько месяцев, и тут мы узнаем, что есть такая программа U4U для украинцев, то есть была возможность переехать в Америку. Мы решили воспользоваться этой возможностью, так как мы уже несколько лет до этого играли в лотерею Green Card, но у нас ничего не получалось, ничего не выигрывали. И решили воспользоваться этой возможностью. Правда, узнали мы о этой программе не сразу, поэтому, можно так сказать, пропустили самый легкий коридор. Потом уже стало сложнее получить одобрение по этой программе для переезда в Америку. И вот когда мы подавались по этой программе, мы часть пути прошли удачно, но потом в самом конце все пошло, так сказать, не по плану. То есть я и Адриана получили одобрение для переезда в Америку, а муж со старшими детьми получили отказ. Поэтому у нас все, можно сказать, провалилось, мы остались в Польше. И вот когда вот эта ситуация случилась, мы сели и подумали, что, наверное, да, будем оставаться здесь. Значит, так нужно, и именно в нашей ситуации, именно с нами так должно было произойти. Поэтому мы решили остаться уже здесь, так как мы понимали, что новый переезд в новую неизвестную страну – это опять стресс. Переезд в Польшу – это был для нас стресс, и все это было непросто, это тоже отдельная история. А снова переезжать, только уже не с 2, а с 3 детьми, где третий ребенок вообще, можно сказать, новорожденный, пару месяцев было. Это, конечно, нелегко. Поэтому мы решили, что не будем мы больше ездить, так сказать, по странам, да, мы останавливаемся в Польше. В Польше нас, в принципе, все устраивало, нас устраивал менталитет, в принципе, цены. Конечно, для нас они казались тогда немножко завышены, но в общем картина, да, соотношение цена-качество нас устраивало. Поэтому мы решили, что будем оставаться здесь, тем более детям нравится. Они уже начали говорить по-польски на то время, и мы уже точно приняли решение. И вот тогда мы только начали задумываться о покупке своего жилья в Польше. И, конечно же, ни для кого не секрет, что для ипотеки в Польше нужен стабильный доход. Причем у нас 3 детей, большая семья, я в декрете, работать не могу. Поэтому доход на нашу семью мог учитываться только мужа, Влада.
Соответственно, какая-то обычная работа на минималке нам для ипотеки не подходила, она не покрывала бы нас всех. Единственный был вариант — это Владу пойти в дальнобой, так как зарплата дальнобоя — это примерно как две средние зарплаты обычных людей в Польше. Ну и в итоге Влад вышел на работу в дальнобой. Он нашел фирму, трудоустроился, и мы думали, ну все, сейчас полгода поработает, и мы будем пробовать брать ипотеку, так как для того, чтобы взять ипотеку в Польше, нужно проработать минимум полгода. Лучше, конечно, год, но полгода будет достаточно. Но не тут-то было, не так все легко. С того времени до сегодняшнего дня Влад менял фирмы. Около 4 фирм поменял, 3-4. И в итоге Влад менял фирмы, потому что где-то ЗУС не платился полностью, где-то доход был нестабильный, разделен на 3 части, например, не платили в одно и то же число. Где-то условия были, мягко скажем, не очень, да, и он менял фирмы, и каждый раз, когда он их менял, получается, весь этот срок, который он до этого работал, он обнулялся. И нам приходилось заново отсчитывать эти полгода для того, чтобы взять ипотеку. И только вот сейчас, спустя 4 года в Польше, Влад наконец-то нашел фирму, которая нас устраивает для того, чтобы взять ипотеку в Польше. Стабильно платит зарплату фирма. В общем, пока что нас все устраивает. И она из всех фирм, на которых Влад работал, больше всего, она не идеальная, нет, там тоже есть какие-то свои нюансы. Мне кажется, идеальной фирмы даже не бывает. Но она из всех фирм больше всего подходит нам для того, чтобы попробовать взять ипотеку. Поэтому только сейчас, спустя все эти переезды, декреты, беременности, смены работ, попытки даже переехать в другую страну, документы. Только сейчас мы смогли забронировать свое жилье в Польше. И если ничего не поменяется и все сложится как нужно, то мы уже в 2026 году летом сможем взять ипотеку и начинать там ремонт, заселяться. Это такие приятные хлопоты, которых мы вот сейчас просто ждем, не дождемся, что я, что Влад, очень надеемся, что у нас все получится. Про ипотеку я тоже сняла уже несколько видео и отвечала на вопросы все, рассказывала, какой у нас кейс и так далее. Все эти ролики вы сможете посмотреть в отдельном плейлисте. Там я также показываю и обзор дома, который мы выбрали для себя, рассказываю, какая стоимость, показываю обзоры домов, которые мы смотрели тоже для себя, но они нам, например, не подошли. Можете для себя прицениться, посмотреть, какая стоимость за квадратный метр. В общем, все про ипотеку. Весь наш путь я буду сохранять в отдельном плейлисте. Если честно, эти 4 года научили нас, что нельзя требовать от себя все и сразу. Переезд — это огромный стресс, и ты не можешь параллельно, например, рожать детей, искать работу, менять страны, заниматься документами. Все делается поэтапно. И честно скажу, только сейчас мы, можно сказать, успокоились. Только сейчас мы видим свет в конце туннеля, и только сейчас мы чувствуем себя стабильно здесь, более-менее твердо на ногах. Есть понимание, что будет дальше, что нам нужно делать дальше для того, чтобы к чему-то прийти. Поэтому только сейчас мы были готовы для того, чтобы купить свое жилье. И я очень надеюсь, что у нас получится. Так что вот так, это наша история. Может быть, кому-то она поможет понять, что не нужно торопиться. Все идет своим чередом так, как нужно, и пытаться успеть одновременно все делать, все контролировать. Это очень сложно, так делать не нужно. Поэтому надеюсь, кому-то будет интересно, полезно. И если вы тоже переехали когда-то в Польшу, напишите в комментариях, сколько вы здесь уже живете и вообще планируете ли вы здесь покупать свое жилье. Будет интересно почитать.
А если вы, например, поляк, так как меня смотрит много поляков, я знаю, примерно 50%, то напишите, смогли бы вы бросить все, привычную вашу жизнь, переехать вообще в другую страну и купить там свое собственное жилье. Спасибо, что были со мной, и увидимся в следующем видео. Всем Пока-пока! пока-пока!